Evaluate the 12th rib for a dysfunctional articular receptor. 12 ребро, дисфункция суставного рецептора. The 12th costal cartilage, no, costal transverse articulation. Реберно-хрящевой Costal transverse. Costal. Costal transverse. Реберно-поперечное сочленение. Проверяем суставной рецептор. 12 ребро. So your patient has fallen and hit that area. How do you evaluate Пациент it? упал и ударился этим местом. Without testing directly. Без прямого тестирования что будете делать? Show me. Реберно-поперечное сочленение. Приложить. Doesn't matter, just show. Делайте, он будет смотреть. For articular receptor. Тестируем состояние суставного рецептора. That would be this. Вот берем что? Щеточку. Ну не щеточку, а ручку. Щетки. At the costal transverse. Реберно-поперечное It would be сочленение. more towards Ближе the к позвоночнику. What are you doing? Вы что делаете? Which muscle are you using? Какую мышцу используете? Yeah, Нет. that's external. You have to use internal. Надо внутреннюю. Oh, yeah. Okay. Внутренний ротатор. Наружная, внутренняя. Okay. Looks okay. Здесь хорошо все выглядит. Yeah, what are you doing? Надежно хорошо. Now, the patient you find the rib as normal. Итак, обнаружили, что с ребром все в порядке, ребро нормально. The patient tells you that I feel pain on breathing in. What do you do? Пациент говорит, что у него возникает боль на вдохе. Что будете делать? Do the same test with breathing in. Breathe out and don't breathe in. Right, breathe in and do the same vibration. So on in-breath. On in-breath, of course. Вдох и та же самая вибрация. Okay? When the patient says, I feel pain breathing in. Когда пациент жалуется, что ему трудно вдыхать. Okay, the patient has fractured either their T12 or L1. What do you do? Пациент сломал Т12 или L1. Что будете делать? How can you evaluate that? Что будете делать в тестировании, в исследовании? То же самое, вибрации, приложить вибрацию, протестировать. Vibrate what? Вибрация чего? The cremator muscle? The cremaster? No, cremaster muscle? Percussion vibration. Percussion of what? Перкуссия, вибрация чего? Spinal cortices. Magnet won't do it. Нет, магнит тут ни при чем. It's only after. Магнит потом. Percussion Перкуссия and и vibration. Show me. перкуссия с вибрацией. Which muscle will you test? Да не про свежий, ну кто говорит про свежий? Кто придет слово свежий? Да. Перелом в контексте нашего разговора был, когда перелом Т12 или 1. Что будете делать? Перкуссия и вибрация. Okay, well, where are you at? Вы где? What are you testing Вы there? сейчас что тестируете там? That's a rib, that's not a vertebral body. Это ребро. Мы говорим про тела позвонков сейчас. It's the vertebral body. Мы сейчас про тела позвонков. So, percuss, let me Перкуссию see. делайте, дайте я посмотрю. That's not very good Нет, это плохая percussion. перкуссия. Okay, percussion must be authoritative. Слушайте, перкуссия должна быть авторитарной. Okay? You must create a wave that goes into Должна the... волна пройти в ткани.
Okay, a sharp. И только с одной стороны, что ли, проверять? По телу позвонка. Глубины не проверять. One is, or two. And you might have to test both sides. Скажите еще раз, перепутьте. So it will be more, find the spinous, Нашли остистый отросток. and he would be about about there. Вот тут примерно. So you go, okay? It must be sufficient to stimulate the Перкуссия должна быть hydroxyapatite. достаточной, чтобы стимулировать кристаллы гидроксиапатита. Percussion first, then vibration. Сначала перкуссия, потом вибрация. Immediately following. Сразу. Don't make it. Perfect. Don't make it happen. Just, Не надо сейчас ничего намеренно вызывать. we're just practicing. Мы сейчас просто тренируемся. Okay? Может, мы по-русски начнем вопросы задавать? No, we're testing opposite. Мы тестируем внутренние ротаторы. So tell the question. Господа, послушайте, пожалуйста, возник вопрос. Почему мы тестируем именно внутренний ротатор, а не наружный? Why internal, not Не external? понимаю я. I don't understand. Простите. Sorry. Why? Почему? Почему? Because they are related to the extensive nerves. To the brain, Они с CNS. мозгом связаны, они связаны с центральной нервной системой. So, How does it happen that they relate? because I found it. Потому что я это обнаружила. It's not convincing. Oh, but even the neurologists agree, so Даже that's, неврологи с этим соглашаются. То есть это мышцы первого порядка, yeah, they agree. ассоциируемые с центральной нервной системой. They are the very small muscles surrounding the hip, То есть это достаточно небольшие, некрупные мышцы вокруг тазобедренного сустава. somewhat related to the gluteus medius, Отчасти связаны со And the средней minimus ягодичной и с малой as well. ягодичной. В that, том числе. that weaken when there's discoherence. И они ослабевают тогда, когда возникает рассогласованность в головном мозге. So they react with this one, То есть будет реакция здесь, with this one, здесь. and then on the stomach, Если пациент на животе, можно использовать внутренние you have no ротаторы. muscles to test. It's very difficult. То есть все остальное на животе тестировать сложно. So I had to search and find Я out просто which ones искал would и work. опытным путем пришел к этим мышцам. Значит, получается, когда это связано с нервами, это должна быть именно вот эти мышцы, а когда это связано не с нервами, то это... Не просто с нервами, а с центральной нервной системой. So when you test the conditions related to the CNS, you test the internal rotators. If you test for something else, then you test other things. I mean other muscles. When when the patient is prone and you're looking for nerve reactions, Когда пациент лежит на животе, вы пытаетесь отследить нервные реакции, or реакции по spindle нервам, cell, и проверяете состояние веретен. it's the internal rotator Используйте внутренний ротатор. that you use because the other muscles are Потому что difficult. прочие разгибатели просто трудно тестировать, когда пациент на животе лежит. That's sorry. And then the other muscles you test as you need. Now it makes sense. Okay, it's better you ask. Хорошо, что вы спросили. Okay, switch You mean roles. people. Поменялись ролями. Bring down. Правая ключица, проблемы с самой костью. Рука ниже и немножко впереди. Forward. Впереди вы видите руку. That's better. Now you're closer to here. Чтобы быть ближе к провоцируемой зоне. Okay. Make sure you pull. Better. Okay. Make sure. Watch. Look there, not me. Не посмотрите не на меня. Ну, я смотрю I на can't это. do it.
Okay. Don't wait too long Не after ждите percussion. долго после провокации, после гитары. Вот так, раз. Okay, good. You can even use the butt end. Можно этот черный конец Show me. использовать. Yeah, but you only put it in one spot. Вы положили только на один участочек. Okay. Check the left clavicle. Левая ключица. Левая ключица. He's putting that whole thing there. That's good. That's funny. I like that. Okay. Сопротивляйтесь. It's interesting. It is possible. Сопротивляйтесь. But it's not nothing. So don't find something that's not there. Let's see how she's doing. I forgot. Here, better for you. That's better. Now, show me. What are you doing? Oh, no. No, let me see. Сопротивляйтесь. No, he's good. You strong woman, be careful. Relax. Okay, now. Okay, very good. Is that for both? Yes. And you want it just for Percussion and that. So, bang, 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 do. Okay? Put in hand. It must be ready. No, this is not percussion. This is being nice. You have to go. Just Watch. of my hands. I know, watch. I tell you. That percussion. That's better. Normal. No, don't keep pulling. Finish normal. Okay, change. No, change. That's only one part of bone. You have to do whole bone. Okay? Show me an alternative method of testing the clavicle for Покажите, bone пожалуйста, альтернативный метод тестирования ключицы. without the tuning fork. Без вибратора. Альтернативный метод без вибрации. Тестируем ключицу. Not the subclavius. Не подключичную мышцу, а ключицу. Which muscle do you test? Какую мышцу будете тестировать? Not the subclavius. Не подключичную. Peclavicular. Ключичную порцию большой грудной мышцы. Okay, now what do you do? Теперь что будете делать? Перкуссия. Percuss the clavicle Перкуссия ключицы and retest. и тестирование. Right clavicle, right PMC. It is a direct test, so you use the same side. Тест прямой, поэтому используйте ту же сторону. Test both sides. Тестируйте обе стороны. Normal. So you do this. Up. Push. Yeah. Расслабьтесь. Percuss. Test. He's okay. He's trying to use sternal. Sternal, which is not. They will compensate and use sternal, so be careful. Смотрите, чтобы пациенты не включали стернальную порцию. So. What's the difference really between the two tests? Before we were saying that to activate the bone, especially with alt fracture, we need to first activate it with percussion and then push the vibration. There's no difference.
There's no difference? One can substitute the other one without any difference? Well, without the vibration, yeah. So, Why then teach it with vibration? It's not needed. yes, sometimes it is needed because they can't do the test directly. Why? What comes to directly? There's too much pain. Shall I say So, it to everyone? well, we'll tell them again. Okay, Сейчас. why Вы услышали, да? Why can we test the pectoralis major clavicular after percussion of the bone without vibration added? Смотрите, значит, мы сейчас делаем тестирование ключичной порции большой грудной мышцы после перкуссии ключицы, без вибрации, верно? Because the muscle is related to the clavicle. It is attached to the clavicle. Она прикрепляется к ключице. It's related, but Не attached. просто связана с ключицей, а мышца прикрепляется к ключице. So percussion of the bone disturbs the То есть перкуссия кости hydroxyapatite and weakens the muscle as it is attached. возбуждает гидроксиапатит и ослабляет мышцу. You only need to know to add vibration when you're trying to tell the brain А вибрацию добавляем, когда хотим достучаться до головного мозга, using the opposite side. Does that- используя противоположную сторону. Okay. It gives you two ways to test the same. Хотя на самом деле получаем, ну, кажется, два в одном. Два способа тестирования одного и того же. There will probably be more people that have clavicle problems here than you have found. Но, кстати, я думаю, что в аудитории больше людей с проблемами ключицы, чем вы обнаружили. If you've fallen Если вы падали, in childhood, В there's a very детстве. good possibility you а have a скорее всего concussion. падали, скорее всего есть компрессионный компонент в состоянии So the ключицы. procedure is relax the muscle, Значит, процедура такая: расслабили мышцу, percuss выполнили перкуссию, the bone. перкуссию кости, Positive. положительная. Relax the muscle, Расслаблена мышца, push. перкуссия Negative. отрицательная. Positive for the right. Справа положительная Now you should поляция. find that also with the. Okay. You were percussing his tit, Вы ему сиськи not his. перкуссии делали, а не ключицы. It was more down here. Okay, so on both. Relax bone. По кости. Ничего. Relax. Сильно бьет, нет? Pull. Да, нет, нет. No. Okay, don't let go. Не отпускайте. Pull. Positive. Did you find? То же самое нашли? Нет, еще здесь не проверяла. We haven't tried the right side Oh, yet. good. Try. Вы теперь пробуйте. You again. There's. Только что был разговор о противоположной стороне. Мы сейчас делаем без перкуссии. Мы сейчас делаем мышцу, которая прикрепляется к ключице. Стучим по ключице и проверяем мышцу, которая к ней прикрепляется. Why do you have to have the muscle? Why do you must relax the muscles surrounding the muscle attaching to the clavicle before. Значит, перед перкуссией, до перкуссии надо мышцу расслабить. Потом перкуссия, потом мышечный тест. The reason for this is because you can cancel out the negative input from the А percussion. иначе влияние перкуссии может быть просто нивелировано. Расслабьтесь. Сначала расслабить мышцу, потом перкуссия. And then test immediately. Very good. Очень хорошо. Normal. Расслабьтесь. Pull. Pull. Positive. And once you find it positive, TL. Нашли Find out where. положительную реакцию, делайте терапевтическую локализацию. With South Pole. Южным полюсом. No, it does not necessary. Just relax. Pull. Positive. He also does not like. He also. Yeah. See, no change. So we have positive. How many people positive? Поднимайте руку, у кого положительная реакция. There will be many. Yes. Because we fall. У многих должна быть положительная, потому что мы все падали. Okay, show. Okay, but you have to do test fast. Вам надо быстро тестировать. So watch. Смотрите внимательно. Very quickly but smoothly.
Быстро, но поступательно. So patient must know what to do as soon as we're Пациенту done. сначала надо объяснить, что Okay, делать. so you tell У patient, вас потом не будет на эти объяснения времени. relax, Расслабили мышцу. push, Вот он. positive. I try again. I try again. Еще раз попробуем. Push, positive. Положительно. Relax, push. No problem. Push. Weak. Слабо. Push. This is not a bad problem, it's just a problem. Просто проблема, ничего страшного, есть проблема. Once you many people have this, we all fall. Мы все падаем, у многих эти проблемы. Now watch, I look for pain. Смотрите, теперь болевые точки поищем. That's where it's at. Понятно, где проблема? Give me hook. Ой-ой-ой, давайте я проблему. Now watch, I not move. Смотрите. Not move, okay? Не переместил палец. Watch your face now. Same Смотрите за ее pressure. лицом. То же самое давление. Getting better. Видите, уже лучше становится. Okay, now you do the, you find, now do the test. With pain you learn. Только на Now, боли учишься. okay, find the positive, Значит, нашли положительную реакцию. weakness, Слабость, test, тест, test. тест. If you test quickly, Если the протестировать brain быстро, cannot recover, мозг не успевает and you восстановиться. have time to do this. И есть возможность Okay? взять магнит. Push. Push. Dark in my eyes. There. Right where we found pain. Точно там же, You где мы find same нашли боль. thing. Ищите. So the magnet says, yes, fix me here. То есть по магниту можно определить, что ключица говорит «лечи именно здесь». Now watch what happens. I'll show you what happens with these. Смотрите, что еще происходит. Push finger up. Палец Up, на sorry. себя. Finger up. Wrist up. Кисть. Wrist flex. Сгибаем кисть. Relax, relax. Постучали по ключице. Fist, okay? Weak. Слабость. Up. Strong. Up. Strong. Pull. Weak. So it affects the brachial plexus. То есть пострадало плечевое сплетение. Локтевого нерва. Long ulnar surface. Well, could be, yes. Может быть, да. But this will fix that, okay? So find it. There are many people Так that что have ищите this. друг на друге, очень у многих вот эти Okay? проблемы. And then we'll fix it. I'll show you how to fix А it. потом будем лечить, покажу как. So find on everybody. Но он, видишь, как Do you put the magnet straight after the challenge? кажется сильно. Straight after the positive challenge, yes. Сразу после положительной провокации. There will be one area. Причем будет точечная область, одна какая-то. Now, he has a whole big area. У вас там всего большая область. So fix him. Да. No fall, no injury, like Что не падали, никаких травм не было. pull. Nothing. Тут нет. Nothing. Ничего. He has led a life of leisure. Two strong men, no injury. No, just for slap this, just relax. No falls. Тоже не падал. Strong men. Крепыши. Что-то еще другое. Сустав сюда не имеет, к этому не имеет отношения. So, you. Pull. There, before Вот joint. где. Не на суставе, не доходя до сустава. Right by subclavius muscle. Фактически там, где So this подключичная. is by curve, you see. So maybe painful. Может быть, Yes. больно будет. Same pressure. С таким же Не давлением боль. здесь ничего. Bone, Кость, not joint. не сустав. Okay, make sure your diagnosis. So, a gene. You have? У вас тоже положение? You did.
То есть надо несколько Right раз side. тестировать. Many people are right-handed and they fall on their right. Очень у многих проблем будет справа, потому что большинство правши, как правило, падаем на правую сторону. То есть мы потом самой ключицей First time we tried to move different. Первый раз мы пытались по-другому сделать движение. Да, я согласна. Yeah. L. Very many are here. You see? Right where it bends. Many, many are right here, just like you. У многих вот прямо здесь, рядом с Right in суставом. that bend. Прямо в этом изгибе. So you look. Did you find here? Нашли тоже там? Okay. So you percuss, Перкуссия, test, тест. look for pain. И посмотрите, больно или нет. So maybe it's not the worst. Не самая сильная боль, да? Not much, no. So I would want to see more. There. So that is where you TL. Okay, and this we do therapy in a minute. Терапия сейчас перейдем. Remember, if it's bone, you have to rub bone. Помните, если проблема с костью, надо ей быть именно на кости. That lasted a long time. Что-то очень долго длилось. На мне лошадь упала. A horse fell on me. It's already weak. Эти уже слабые. Maybe it was better if you fell on horse. Может быть, лучше было бы, если бы вы на нее упали. Он так и сказал. This is what he said. If you think it's the bone, you can therapy localize. You don't Если need думаете, to что tap. кость, делайте терапевтическую локализацию. He's already weak. То есть у него сразу слабость. Weak. So if it's bone, Если кость, then you can heal with magnet, можете магнитом делать терапевтическую локализацию. not bone. Нет, не кость в данном случае. So this is just something else. Так что что-то еще. Well, no, just it's not bone. Просто не кость. So this, if you don't have a strong PMC, Если ключичная порция не сильная, then you have to do the opposite technique, делайте технику с противоположным разгибателем. which is С вибрацией. percuss, Перкуссия, вибрация. bone fine. Okay. Видите, с костью все хорошо. Oh, let's try Lera. Okay. Show me. You must do all bone, not just part. All bone. Okay. I do just part. Push. She has nothing there. No, that's only there. I didn't do all bone. Я не всю кость смотрела на одном участке. Do all bone from here. А вы всю кость проверьте. Normal. Try this side. Попробуйте другую сторону. Okay. Okay. She's normal. Нормально. Too bad. Maybe he's not normal. Normal? А у него как? Hmm? Well, we see. Pull. 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 So he waits too long. Pull. It's very positive. Очевидно положительная реакция. Try again. Ярко положительная. If it's too high, you can use chair. Если высоко, посадите его на стул. Okay, wait just a bit, but go ahead. Do it Давайте, again. давайте. Let me just watch again. Okay. Okay, now what? Maybe I had a little more time between promotions. He
he pretended to be stupid and didn't know which way to go, so that made the time. Он сделал вид, что не понимает, куда надо сопротивляться, на это ушло время. Now a magnet, find out where. Теперь ищите магнитом где. There you go. Then you do it. Of course. Because otherwise, what do you from weakness? Yes. Well, yes, we're going to get there. Because there are 3 minutes left. That's all right. Okay, you found it here. Вот здесь нашли. Okay, so let me test and see. 18 часов. Okay, he's not easy to test. Sampativitas. It's more here. He's hard to, he cheats. So maybe for you better seated, but that's okay. It's more here. And the way to find is to look for pain, remember? Look for pain. That's the one, see? That's how you know this is correct, okay? Rub the bone. Make him pay easy. Okay. Ready? Положительный на спину. Do the same provocation and test supine. Сделайте ту же провокацию и тест лежа на спине. To confirm your findings. Для того, чтобы подтвердить находку. Мне нравится. Okay. TL. Терапевтическая локализация. Maybe she stands on chairs better. Okay? You find the area? Нашли область локальную. Now. Теперь. So, the clavicle, Ключица. AC joint, Акромиально-ключичный сустав. SC joint, Грудино-ключичный. inguinal ligament, Паховая связка. anterior superior iliac spine, Передняя верхняя подвздошная ось. AC joint, Акромиально-ключичный сустав. insertion at the symphysis pubis, Прикрепление к лонному симфизу. SC joint. Грудино-ключичный сустав. So you have here to here. Поняли, да? Соотношение. Okay? Now, if Господа, вы слушаете его? your magnet TL is medial, Если терапевтическая локализация магнитом your медиальная, therapy localization over the inguinal ligament will be more medial. то и терапевтическая локализация на паховой связке будет So медиальной. place magnet on the ligament, Положите магнит на связку. percuss, test. Percuss clavicle. Yes. Перкуссия ключицы и тест. If it doesn't strengthen, move the magnet. Если не произошло усиление, переместите магнит. The magnet will also take away palpatory bone palpation. А магнит также устранит боль при пальпации. Okay? Now, Теперь, what are you doing? что вы там делаете? I'm asking a question. Вопрос задал. Oh, looking for pain. А боль ищете? Looking for pain? Или что? Already found. Pain is gone. Прошла боль, что ли, у вас уже? Not yet. They found pain. Oh, then move magnet. Тогда магнит переместите. Magnet should take away pain. Магнит должен убирать боль. Магнит ты убрал здесь. Yeah, magnet is taking pain away. Okay, now, Далее. remove magnet from the inguinal ligament. Уберите магнит с паховой связки. Place it on the bone, Положите на кость, на ключицу. over the area that was Там, positive. где была положительная область. Patient holds it. Пациент держит магнит. Very carefully go to the inguinal ligament that was positive. Выходите на зону на положительный участок паховой связки, только очень аккуратно. Because it should be very painful. Потому что будет очень больно. If it's not painful, you haven't found it. Если не больно, значит вы не нашли нужный участок. So, if it's painful, Если больно, keep it
Keep a contact on the point of the inguinal ligament, but do not press. Не давите сейчас на паховую связку, просто сохраните контакт. Have the patient remove the magnet. Попросите пациента убрать магнит. Wait 3 to 4 seconds. Подождите 3-4 секунды. Reapply pressure on the inguinal ligament. Снова надавите на паховую связку. Pain should be reduced. Боль должна быть меньшей, значительно меньшей. If that happens, the link is there. То есть, если все, что мы только что сказали, вас касается, значит, лигаментозная связь есть. Reapply the magnet to the clavicle with the patient's hand. Верните рукой пациента магнит на ключицу. Manipulate the ligament ligament Лечите мануально связку. for 3 to 5 seconds 3-5 секунд. within patient tolerance. В пределах переносимости боли. If the pain does not go away in 3 to 5 seconds, you missed something. Если через 3-5 секунд боль не прошла, значит вы что-то упустили. You manipulate, not Не надо hold. не держать, а потирать. So it will be, Вот так, it манипуляция doesn't должна look быть. very, there is the Вот тут, point. да, вот эта точка. Okay? It was lateral? No, he's medial. It must be here. No? Medial is medial. Медиально значит медиально. If others have this, fix it. Лечите друг друга, поменяйтесь в парах, если у вашего партнера тоже была эта 3 проблема. seconds. На самом деле 3 секунды и все проходит. 3 seconds, нет, 3 минут. Так, сначала провокация. Finish? Нет, not finish. Okay? Hold. А я думаю, что There. Manipulate. Не раздави. погладят меня. See? Face? Very, very painful. Also, okay, I show. Щетку не раздави. Finish. See? Gone. 3 seconds. Ooh. Terrible. Move medial. Now move medial. Now, same. Go. 3 seconds. Finish. Okay. You don't have to jump. No jump. So we go. Push. You fix, yeah. Now. Close eye. Close. After. Closure. Open. Close. Pull. Okay. Emotional. Let's make emotional. So you fix, okay? Close eye. Hold there. Okay? Hold. Перевод, Татьяна. Here. Come here. So, tell him not close eye. No close eye. No. Open eyes. Откройте глаза, не закрывайте глаза. Because very painful with eyes closed. Не закрывайте глаза. Okay? Good. Now, no, hold. Еще? Держите. Now close eye. Теперь закройте. Same pressure. Go. Нажимайте. No. Open eyes. Wait. Open. Open. Close. Закройте. Go. 3 секунды. No, get 3. Говори. Деньги. Okay, finish. That's brain. Okay. Okay. Why homological side? Brain. Emotion. Дима, I only. завтра. We only did it because his clavicle trauma was very severe. В том случае нам просто травма ключицы была очень серьезная, поэтому мы подключили работу с эмоциями. We're done, right? Of course. Господа, завтра, Татьяна Александровна, в 10? 10. Завтра в 10. Будем рады всех вас видеть вовремя. Бодрых, веселых, здоровых.
So we're going to do one last, Кому очень интересно, что написано череп. two final diagnostic techniques. Еще две диагностические техники. Oh, I want to show you, in honor of the carpet, I have the same colored А так, на всякий случай, в честь ковра в аудитории, в честь полового покрытия, у меня такой же цвет сегодня socks носки. as the carpet. Ну, как всегда, отреагируй как-то. So, there you go. So, А тут что? we have two more things to do for diagnosis, and then we're going to move into different types of treatment. Итак, еще две диагностические процедуры, а потом о лечении. Еще о лечении. Diagnosis takes about 2/3 of the time, and treatment takes На 1/3. самом деле, время приема распределяется примерно таким образом. 2/3 на диагностику и только 1/3 на лечение. So that's why 2 days diagnosis, 1 day treatment. Вот поэтому и у нас так с вами. 2 дня в основном диагностика, 1 день лечения. But I want you to understand protocol Но мне очень важно, чтобы вы поняли протокол. and the reasons why you do И things. самое главное, обоснование всего, что вы делаете. Почему и зачем вы делаете то или иное. With scoliosis patients. Работая с пациентами со сколиозом. Now we haven't talked about the temporomandibular joint either, Мы с вами не говорили о височно-нижнечелюстном суставе. and there is a good applied kinesiology doctor, neurologist, Есть очень medical хороший doctor врач прикладной кинезиологии, невролог. in Seoul, Korea, who is named Song Yong Lee. Ну, я даже не стану повторять, вы слышали имя этого And доктора из Кореи. over the last 3 Доктор years, Ли, я полагаю. he has shown, he has lectured on how they change scoliotic patterns using applied. Он очень много говорит и пишет о том, как они меняют сколиотические паттерны, используя работу по коррекции прикуса, по коррекции височно-нижнечелюстного сустава, то есть используя внутриротовые приспособления. Now the greatest changes are on grade 1 scoliosis. I haven't seen so much on the other two. Я, конечно, не очень видел каких-то изменений в их работе при сколиозе 2 и 3 степени, но вот при сколиозе 1 степени они получают действительно прекрасные результаты. So you saw me using jugular compression, Вы уже видели, что в работе я применяю еремную компрессию. and most of you have seen that or heard of it. Многие из вас видели, как я ее выполняю, многие слышали об этом подходе. Now, jugular compression does what? Еремная компрессия дает что? В чем ее задача? It restricts blood flow Ограничивает кровоток, out of the brain. то есть ограничивает отток крови из черепа. And what does this do? А это что, к чему приводит в свою очередь? Causes internal pressure gradients, yes, Значит, повышается градиент давления в черепе. that stresses the skull and sutures. Это стрессирует структуры и швы черепа. Now, if you apply jugular compression and there is no weakness of an indicator muscle, Если применяешь еремную компрессию без ослабления индикаторной мышцы, this means what? что это значит? No cranial faults. No. Нет, это не значит, что нет краниальных нарушений. But that's a good response. Хотя ответ хороший, надо сказать. There may be restrictions, То есть могут быть рестрикции, but they are within the tolerance level но of они в пределах переносимости структурами и тканями тела. or it means that there are restrictions, but they are not primary mechanical. Или рестрикции есть, но они не носят первичного характера, и поэтому телом как значимые не воспринимаются. Now, as you saw with Kate and Вы видели при работе с Катей, Anna, с Анной, we could not evidence any cranial нам не sacral удавалось restriction, выявить никаких краниальных или шовных рестрикций, even though they had scoliosis, несмотря на то, что у девочек сколиоз. which doesn't seem to make sense. То есть, по сути, это разумным не кажется. However, we need to look at Тем не менее, the jugular compression for two reasons. еремная компрессия нам необходима по двум причинам. One, it is a diagnostic method for the entire craniosacral. Во-первых, это хороший диагностический метод для выявления состояния всей краниосакральной системы. And two, И во-вторых, it's an actual treatment. это настоящее лечение. Еремная компрессия сама по себе является лечебным методом.
that your patients who have scoliosis and are in recovery from your treatment Значит, когда вы лечите пациента со сколиозом, и пациент переходит в стадию восстановления после лечения, can perform several times a week to help their craniosacral mechanism to recover. So patients may perform it on their own, right? Yes. то есть в качестве самостоятельного, ну или в качестве процедуры самовосстановления пациент может 2-3 раза в неделю использовать технику еремной компрессии для поддержания и для дальнейшего способствования процесса восстановления. So basically, the need we have is to understand how to apply this. На самом деле наша с вами задача понять и точно выверить выполнение еремной компрессии. Not to apply it only in a static situation. И использовать ее не только в статике. So the idea is to compress the jugular vein. Идея состоит в том, чтобы создать настоящую компрессию еремной вены. So we can see here it's exiting from the jugular foramen, Вот она выходит из еремного отверстия, where it progresses laterally далее, and inferiorly. далее продвигается латерально-каудально. And what this means is it goes down and out around the transverse process of C2 Фактически огибая поперечный отросток второго шейного позвонка. and behind the sternocleidomastoid muscle. Behind or underneath. Beneath, okay, behind. И вена, конечно, от поверхности скрыта грудино-ключично-сосцевидной мышцей. So basically what we need to do is apply sufficient pressure То есть, по сути, наша с вами задача не просто создать какое-то, а создать достаточное внешнее давление to compromise exit flow from the brain. для того, чтобы компримировать отток крови из черепа. So here you see the jugular vein as it progresses more distal. Ну, а это уже вот дальнейшая протяженность еремной вены. And this is absent. What is absent is the sternocleidomastoid muscle. Ну, убрана грудино-ключично-сосцевидная мышца, чтобы вена была видна. And now you see the muscle. А вот с мышцей. The compression will change from person to person depending on the tension of the sternocleidomastoid. Конечно, сила давления в зависимости от того, в каком состоянии у пациента грудино-ключично-сосцевидная мышца, будет варьироваться. And what's really interesting is if you note difference in tension on the sternocleidomastoid muscles. И вот еще что интересно. Если пальпаторно отмечаете разницу напряжения грудино-ключично-сосцевидных мышц, That already indicates to you that we have cranial dural tension. это уже является свидетельством краниального дурального напряжения. So the tension of the sternocleidomastoid muscles that you note is important. Так что вы и так, наверное, полагали, кажется, знали, что напряжение грудино-ключично-сосцевидной мышцы важно. Но теперь имейте в виду, что оно важно и с точки зрения предположения о наличии краниальных дуральных напряжений. And as we know, the muscles themselves that attach to the cranium may create this distortion as Да и более того, мы well. прекрасно знаем, что мышцы, которые крепятся к черепу, могут оказаться причиной краниальных поражений. So if you have a more tonic sternocleidomastoid muscle, you must apply more pressure. Значит, если мышца более тоничная, то и ваше внешнее давление должно быть более сильным. And you apply until patient feels a slight discomfort. Причем давление должно быть такой силы, чтобы пациент почувствовал легкий дискомфорт. So we're going to apply this and practice it. Так что мы обязательно с вами должны потренироваться правильно выполнять еремную компрессию, чтобы делать ее с толком. Because we're going to use it also to evaluate for category 1 pelvis, as you saw me do Потому что yesterday. мы будем ее использовать также для диагностики поражений таза первой категории. Вы уже видели, что я вчера это делал. Approximate area of compression around this lateral to the transverse process of C2. Вот это примерная зона компрессии латеральной поперечного отростка С2. Ну, то есть латерально по отношению к поперечному отростку. Just below the mastoid process of the По temporal сути, bone. под сосцевидным отростком височной кости. And just posterior to the ramus of the И jaw. сзади от вертикальной порции ветви нижней челюсти. So you see me applying it here. Вот у меня палец And в if положении компрессии. some people have very long styloid processes of the temporal bone, so you have to be careful. Кстати, будьте очень осторожны, потому что у некоторых очень длинные шеловидные отростки височной кости. And compression must be horizontal at least 2.5 to 3 centimeters in length.
Палец должен располагаться обязательно горизонтально, покрывая собой протяженность хотя бы в 2-3 сантиметра. Too many people perform this kind of Слишком compression, многие выполняют компрессию вот так, согнутым большим пальцем. which does not compress the vein and will not cause Вена an таким increase in образом никак не cranial компрессируется, никакого толку от такой еремной компрессии просто нет. So this is an important point. Это очень важный момент, очень важное Now, замечание. I know most of you have seen this stuff before, Я понимаю, что многие из вас об этом уже слышали, этот материал, с этим материалом знакомы. but as I mentioned, the first day and the second day, Но, как я уже говорил, и в первый день, и во второй день занятий the accuracy of your точность diagnostics диагностики is dependent upon the precision of your challenge. зависит от точности выполнения провокаций. So by placing your thumb or finger in this area but not compressing, you are not making a То есть challenge. абсолютно без толку положить палец, не создав достаточного давления. Никакого эффекта провокации этим не достигается. So once you make this compression, А когда выполнена компрессия, unconsciously continue the compression as it was, and then test the indicator muscle. то есть сначала создайте компрессию, убедитесь в том, что вы выполнили ее правильно, и не теряя силы контакта, начинайте выполнять тестирование. You can see here my colleague Giacomo Pagliaro, an Вот Italian, мой коллега Джакомо Пальяро is performing the test, and выполняет тест. we see K27. Now, Контакт на точке К27. this is only at the outset to make sure that you have no over-facilitation. Только поначалу контакт на К27, чтобы убедиться в отсутствии сверхфасилитации. In some instances, when you have intracranial metabolic В некоторых случаях, когда структура черепа выдает метаболическую реакцию, the jugular compression can create an over-facilitation еремная компрессия может создать эффект сверхфасилитации of the indicator muscle. мышцы индикатора. One of the cases in kind would be hyperthyroidism, Но можно привести в пример гипертиреоз. where the metabolic rate is increased, То есть при повышении уровня метаболических проблем and you would get an over-facilitation получаешь reaction. реакцию сверхфасилитации. Most people are hypothyroid У большинства гипотиреоз. than hyper, so that's То есть гипертиреоз встречается реже. Поэтому эти риски тоже не так if you have a часты. patient that is hypothyroid and not on medicine, Если ваш пациент, если у пациента гипотиреоз, и он не принимает медикаменты, and you get before jugular compression, you have a generalized weakness, и прежде чем применяете еремную компрессию, сталкиваетесь с генерализованной слабостью, the jugular compression would create a strengthening of the weak muscles. еремная компрессия приведет к усилению индикаторной мышцы. Why do you think these two reactions are found? Почему, по-вашему, обнаруживаются эти два вида реакции? Чем они обусловлены? Nobody's thinking this morning. Okay, I will. Ну что, раз никто не хочет думать сегодня утром, придется думать мне за вас. If you think about craniosacral mechanics, Но вот задумайтесь о краниосакральной механике. what makes the pulsations or the rhythm within the cranium? Чем на самом деле провоцируется пульсация или ритм черепа? Heart rate? Liquid dynamics. Fluid dynamics. Fluid dynamics, yes. How fast is that? Какая частота ритма? 6-12 cycles per minute. 6 to 12 or 15 per minute. Ну, говорят, да, там до 14-15 циклов в минуту. Fluid heart rhythm, what's that? А частота сердечных сокращений какая? It's blood flow. 60-80. Yes. Верно, 60-80. What's the other one? Еще что? Breathing. Respiratory, very good, yes. Респираторный еще ритм. Ну, то есть ритм диафрагмального дыхания. That's about 14 a minute as well. Ну, примерно 14 дыхательных движений в минуту. If you have a hyperthyroidism, what happens? In hyper. Hyper. Если у пациента гипертиреоз, что происходит? Your basic metabolic index is higher. То есть индекс тоже повышается, So метаболический actually, индекс. you have a higher rhythm.
То есть, по сути, происходит учащение, усиление этих ритмов. And А hypothyroidism, при гипотиреозе they mention that as well, you have a slower rhythm. как раз говорят о том, и многие об этом говорят, что ритмы замедляются, ритмы как будто немножко угасают. Lower levels of the 6, 7 to 12. То есть фактически все находится в диапазоне нормы, но если в одном случае мы говорим о частоте, которая достигает там 14, а то и 15 циклов в минуту, то при гипотиреозе мы сталкиваемся с нижними показателями, то есть 6-7 циклов в минуту. Okay. Did you Да. explain everything I needed to do? Я спрашиваю, ты уже Hyperthyroid. все объяснила, не может не говорить ничего. So hyperthyroid would be at the extreme upper limits of the То есть еще раз, pulsations. гипертиреоз – это верхние показатели, Other. а гипотиреоз – это нижние показатели в пределах нормы ритма. So if you think about this when you make a jugular Ну а compression теперь давайте задумаемся. Выполняем еремную компрессию. and the intracranial fluid pressure, Давление жидкости в черепе повышается. it will strengthen the hypothyroid muscle and make the hyperthyroid muscle deeper. Соответственно, мышца, ну скажем так, гипертиреоза придет в гиперсостояние, мышца гипотиреоза станет сильной. So this is what we want to understand. Вот это очень важно понять. Now, how do we determine whether or not we have a primary cranial sacral restriction? По каким признакам мы определяем первичное краниосакральное ограничение или поражение, рестрикцию, как хотите? По каким Part of it is on the признакам? slide here. Отчасти подсказкой является картинка на слайде. We showed it with Kate. SCM weakness. Yes. So, Значит, слабость ГКС мышцы. to treat a primary cranial sacral restriction, Для устранения, для лечения первичного краниосакрального поражения you must have one-sided jugular compression positive test, должна быть положительная реакция на еремную компрессию с одной стороны. sternocleidomastoid muscle weakness on the same side of the ГКС positive мышца. test. Should be weak on the same Weak side. on the same side. ГКС должна быть слабой с этой же стороны. The sternocleidomastoid weakness and the indicator weakness to jugular compression Слабость ГКС и индикатора на еремную компрессию must be eliminated with должна устраняться чем? a phase of respiration, right? Фазой дыхания. And that is usually inspiration. Обычно этой фазой является вдох. Now, with the forgot to mention the hypothyroid or hyperthyroid reactions, Кстати, забыл заметить, что при гипер- и the гипотиреоидных реакциях jugular compression will be bilaterally реакция на еремную компрессию будет билатеральной с обеих сторон. which tells you that this is not mechanical. Что сразу говорит о том, что проблема не механического свойства. То есть реакция будет положительной с обеих сторон на еремную компрессию, что является свидетельством не механической природы поражения. Бахтияр, слушаю вас. И то, и то. Или. И при гипер свидетельством того, что реакция является метаболической, будет билатеральность положительной реакции на еремную компрессию. Does that make sense? Понятно прозвучало или нет? Okay. So it's futile to treat the cranium И совершенно тщетно лечить череп, when the problem is not local. когда проблема не локальная, не черепная. This saves us a lot of time Поняв это, вы сэкономите большое количество времени and gives us a lot of information on extracranial therapies we can use to Более help. того, так сказать, освободите себе время для экстракраниальных лечений, которые могут быть нужны пациенту. So note here, Обратите еще внимание, there is no jugular compression. еремной компрессии нет. So you do not try to put jugular compression on the patient when you're testing the sternocleidomastoid. Тестируя грудино-ключично-сосцевидную мышцу, не пытайтесь сопровождать это тестирование еремной компрессией. Does this make sense? Понятно или нет? And if you do try to do that, you will be met with difficulty Во-первых, по одной простой причине, что это очень трудно. because
if you can think, as the patient is contracting the sternocleidomastoid Потому что muscle, когда пациент сокращает грудино-ключично-сосцевидную мышцу, they are pushing your finger палец away будет from просто compressing the вытолкнут, vein. и никакой толковой компрессии вены не получится. So that's the confirmation. This just shows using different indicator muscles. Но это просто демонстрация использования другого индикатора. We did this on Kate and Anna, Мы с Катей и с Анной прибегали к этой процедуре. and we tried this on Alexei. Пробовали даже с Алексеем это проделать. In reality, I'll get to that. In reality, one of the first muscles you can test on children that are in the range of 4 to 5 years На самом деле, в первой мышце, которую можно тестировать у ребенка в возрасте 4-5 лет, is the bicep. является бицепс. So that's one of the first ones they understand how То to есть use. это первая мышца, изолирование которой ребенку становится понятным. So you realized very quickly when we asked Alexei Но когда мы просили to Алексея resist, сопротивляться, используя бицепс, even a 4 to 5-year-old can do that. ну, было понятно, что у ребенка достаточно серьезные нарушения, потому что даже 4-5-летний ребенок уже понимает, как сопротивляться напряжением бицепса. And at 12 years of age, that meant his brain wasn't with us. Вот, ему 12, и мы не могли добиться желаемой реакции. Yes. Алексей, слушаю вас. Нет, просто одновременно ГТС с серьезной компрессией нельзя. Ну, нужно сначала создать, просто потом протестировать, как делать. So if you're saying that we're not using jugular compression together with the SCM test, would you then perform the jugular compression first and then test SCM, or? Yes. Да. То есть был задан вопрос, что если нельзя тестировать одновременно грудино-ключично-сосцевидную мышцу и выполнять еремную компрессию, может быть, тогда одна процедура должна предварять другую. Start with jugular compression. Начните с еремной компрессии. If it's positive on one side, Если она положительная с одной стороны, add breathing. добавьте дыхание. If it eliminates the weakness Если to слабость jugular compression, устраняется, then you go to the sternocleidomastoid переходите к грудино-ключично-сосцевидной мышце. to confirm the idea that it might be mechanical. Для подтверждения предположения о том, что проблема может быть механической. Sometimes you get a positive jugular compression. Иногда получаешь положительную еремную компрессию, Inspiration takes that away. вдох, реакция устраняется, You go to the sternocleidomastoid on the same переходишь на side, ГКС, and it's deeper. она в гиперсостоянии. You stop everything about thinking mechanical. Прекращаешь вообще думать о механической природе проблемы. It is a mechanical problem caused by a metabolic fault. То есть это может быть механической проблемой, но спровоцированной метаболическими нарушениями. Does that make sense? Это понятно? Okay. Or Или the sternocleidomastoid muscle is weak, грудино-ключично-сосцевидная мышца слабая, but the same phase of respiration does not strengthen it, та же самая фаза дыхания мышцу не усиливает. and that means do not start structural either. Это тоже означает, что не надо начинать со структуральной работы. Okay. So what we want to do with scoliosis patients Значит, работая с пациентами со сколиозом, is not only test them in a static мы должны тестировать position. их не только в статике, So this would be a static position, то есть это статическое положение, but you tend to add criteria together with the jugular compression. но добавляем прочие критерии с участием еремной компрессии. So when would you apply jugular compression to the scoliosis patient? В каких случаях, то есть когда вы бы стали использовать еремную компрессию, работая I'm sorry. с пациентом со сколиозом? At what point in your То есть на каком evaluation? этапе работы с пациентом вы бы стали использовать еремную компрессию? Восстановление после лечения. After treatment, recover after treatment, or after, let's say, traction or strengthening of the spine. So treatment of what? After what Вы treatment? сказали после лечения, восстановление после лечения. Какого лечения конкретно? То есть вообще целостное лечение или... Ну, то, что он раньше говорил, то, что используется при восстановлении после лечения. So for this recovery period after the treatment.
So you're You saying mentioned after that cough drops, basically. that the patient was supposed to do jugular compression on his own at home. When should the patient do jugular compression at home? Когда пациент должен дома делать еремную компрессию? I think you're close. You're Вы close. близки к ответу, но как-то это during the recovery period. Well, when is the recovery period? А это восстановительный период когда? Okay. So after your treatment is finished. No, not Нет, necessarily. не обязательно. Я слушаю. Remember Anna and Katie? Okay. Вспоминайте наших пациенток. I showed you something altogether in a whole group of tests. Я, так сказать, показал вам все, многие тесты единым набором, в единой So in their корзине. scoliotic compensation, При сколиотических компенсациях pre-treatment, they had few muscle weaknesses, almost none. практически не было мышечных слабостей, да, до лечения. Ну, несколько. One would think in a curved spine, the psoas muscle on one side would be То есть, weaker than казалось the бы, если other. позвоночник кривой, то поясничная мышца должна была бы отреагировать с одной стороны, прочие мышцы должны были бы дать слабость. Other muscles would react. We don't find that. Но мы не находили этих реакций слабости. Jugular compression was normal, Еремная компрессия была нормальной. even though we put Katie in Несмотря на то, different что, вот, positions. допустим, Катю мы гнули во все стороны. I only did this to prove a point. Я на самом деле все это сделал только для того, чтобы доказать So you need to have сказанное. a logical progression of therapies that you're going to do. Лечение вы должны выстраивать в логической прогрессии. Your first question that you ask the body of this scoliotic patient is what? Какой вопрос задаете телу со сколиозом первым делом? Will you allow me to do this? Позволишь ли ты мне это делать? Will you accept my therapy? Примешь ли мое лечение? And how do we do that? Каким образом мы это делаем? Straighten, yes. Выпрямляем позвоночник и смотрим, как тело на это реагирует. And if she goes, you're screwed. А если тело тебе отвечает нежелательно для тебя, то ты уже не знаешь, куда идти дальше. We have to get ourselves out of that situation. Нам же надо выйти из этой ситуации тупиковой. So 9 times out of 10, that's pretty simple. It's God drops, right? В 9 случаях из 10, скажем так, выход очень простой. Божьи капли, божественные капли. So once the body allows the straightening to occur, И как только тело позволяет позвоночнику or выпрямиться, understands that straightening is the right way to go, или как rather только than the тело other, понимает, что выпрямление – это правильный путь в дальнейшем развитии, then we test what? мы тестируем что? Compression. Компрессию. Very often the patient then becomes positive to compression, Очень часто в этом случае уже пациент выдает положительную реакцию на компрессию. which is what we observe and believe to be abnormal. То есть на самом деле это то, что, по нашему мнению, является аномальным. Now the patient accepts the abnormal. То есть пациент теперь принимает это аномальное состояние. As being abnormal То есть принимает это состояние как действительно аномальное. and wants to get better but cannot. И хочет стать лучше, но пока не может. But this makes our job easier. Но это уже значительно облегчает нашу работу. At this point, В этот момент времени we can evaluate what? что можно оценить, что можно диагностировать? Jugular compression. Используем еремную компрессию. We did that with Anna. С Анной мы это делали. We can evaluate diaphragmatic function. Можно проверить диафрагмальную We're функцию. going to do that later. Ну, это чуть позднее будем And делать. treat that. And we can evaluate the muscle weakness patterns И паттерны мышечных слабостей, которые проявляются теперь. that are consistent with this type of scoliosis. То есть, которые фактически выявляются те паттерны мышечной слабости, которые спровоцированы имеющимся сколиозом. And we evaluate, which we haven't done yet, the pericardium Оцениваем состояние перикарда, чем еще не занимались, and other soft tissues состояние прочих мягких тканей and fix those. и устраняем все обнаруженные поражения. And treat the spine. И лечим позвоночник. So we have a lot of work. Работы у нас полным-полно. So it's manipulation of the spine.
Это может быть и манипуляция позвоночника, treatment of the craniosacral, и лечение краниосакральной системы, fixing the diaphragm. и лечение диафрагмы. And fixing the diaphragm may also be eliminating pericardial restriction. И вполне возможно, если лечение диафрагмы пройдет успешно, то и перикардиальные поражения тоже самоскорректируются. So it's a multifactorial Так что на самом деле это treatment program. многофакторная программа. Parents and patients have to realize that it is not a miracle cure, it is a recovery. И Okay? родители и дети сами должны понять, что это лечение не чудо, это прогрессивная, постоянная работа. And the amount of change in scoliotic pattern is dependent on both age А количество возможных изменений and other с factors. точки зрения сколиоза, конечно, зависит и от возраста, и от очень многих других факторов. Here I'm applying jugular compression, Вот еремная компрессия. but I'm adding a factor. Now this isn't what we're going to be doing. Но я добавляю тут еще один фактор. Это не то, чем мы займемся. This is a stimulation of the facial nerve. Одновременно стимулируется лицевой нерв. At the same time, I'm applying jugular compression. So what we're doing here is we're adding several То components. есть фактически в данном случае мы уже используем несколько компонентов. So with the scoliotic patient, if jugular compression is normal, Если у пациента со сколиозом еремная компрессия нормальная, we continue the compression and we мы impart продолжаем flexion, компрессию rotation, и добавляем латерофлексии, ротации, and see if these components create a weakness pattern. и смотрим, как эти компоненты изменяют реакцию, And делают ли ее положительной. when we find this, Find positive. if we find a positional change creates it, Если находим положение тела, в котором реакция на еремную компрессию становится положительной, Anna is in this position то есть у Анны and positive. была вот такая ротация с положительной What's реакцией. our next step? Следующий этап в таком случае какой? К чему переходим дальше? Breathe, right? Дыханию. Дыханию. Breathe. If breathing eliminates, Если дыхание устраняет положительную реакцию, we go to sternocleidomastoid muscle переходим к грудино-ключично-сосцевидной мышце. in the same rotation pattern of the spine. В том же самом ротационном паттерне. And we go that way to see if it's craniosacral positive. То есть проверяем положительные реакции на краниосакральную провокацию. If breathing does not eliminate it, Если дыхание не устраняет реакцию, what do we do? что делаем дальше? Yes. Say it loud. Скажите громко. TL. Start to TL. Терапевтическую локализацию. Find out where you have to treat. Ищем зону, которая требует лечения. This helps you to move forward more quickly. Это дает возможность более быстрого продвижения вперед. The cranial sacral evaluation is primary. Краниосакральная оценка первична. It is one of the most primary, primitive, mechanical, and structural necessities within the body. Потому что на самом деле должная краниосакральная механика – это, пожалуй, самая древняя из насущных потребностей. Therefore, the ability we have to evaluate and treat it is И important. вот поэтому очень важно иметь в руках доступ к диагностике, определению состояния краниосакральной системы. Goodhart said in 1997, В 1997 году Гудхарт I сказал: don't believe in cranial lesions anymore. «Я больше не верю в краниальные поражения. They're all made from muscle attachments. Они все являются следствием нарушений за счет мышечных прикреплений». What he said might be true in certain Может быть, в areas. определенных случаях или в определенные периоды это и правда, это и справедливо. Might make some craniosacral people upset. Те, кто являются приверженцами краниосакральной работы, сейчас могут огорчиться. But those of you who study osteopathy and muscle chains and things might believe this as well. Но те, кто изучал остеопатию, те, кто изучал мышечные цепи, вполне могут счесть слова Гудхарта не бесполезными. Okay, we don't need this. This is the end. We did this. Now, let's perform jugular compression. Ну что ж, еремная компрессия. But I want you to perform it. Oh, yes, go ahead. Слушаю. Да. Когда дыхание не меняет реакцию, ищем зону с
помощью терапевтической локализации с латерофлексией и ротацией уже или без? When you tell to look for the cause, do you do it with the lateral flexion, let's say, or without it? When breathing does not take direction away. You have to perform the challenge in the position that created the positivity, yes. Значит, если дыхание не устранило положительную реакцию, вы начинаете проводить терапевтическую локализацию для поиска места лечения, то есть для поиска причины, сохраняя при этом параметры предыдущей провокации. То есть если предыдущая провокация была положительной в латерофлексии, сохраняйте латерофлексию для дальнейшего поиска. Most of you will be, when we perform the test, will not have a positive. У большинства из вас, конечно, не будет положительной реакции на еремную компрессию. So this is going to give us the opportunity that we would have with the scoliosis patient. Но эти навыки надо нарабатывать, потому что когда придут пациенты со сколиозами, они вам понадобятся. So we're going to perform jugular compression. I'm going to make sure you do it correctly. Так что давайте будем учиться еремной компрессии. Я обязательно каждого проверю, чтобы вы делали ее правильно. And people with big necks, если шея крупная, one side at a time. Не получится взять шею с двух сторон сразу, поэтому And I have a big hand, but I cannot do. Даже если я со своей рукой эту шею не возьму. То есть тогда еремная компрессия выполняется поочередно, с одной стороны, потом с другой. It's important to make sure that you do one side at a time accurately. Очень важно научиться делать одностороннюю еремную компрессию точно и правильно. And if you have any concern that you're not reaching both together, then do only one side. То есть если вы сомневаетесь, что дотягиваете сразу до обеих сторон, не мучайте ни себя, ни пациента, делайте по одной стороне за раз. It only means you have to do the same testing twice. То есть это всего лишь значит, что вы один и тот же тест должны провести дважды. You only need to do K27 for the first challenge. К27 нужна только для первой провокации. If it's negative, you don't need that. Если реакция отрицательная, то вам К27 больше не нужна. Okay? Договорились? So we're going to do jugular compression in a normal seated position. Итак, выполняем еремную компрессию в привычном положении сидя. And short people, please don't do it with the patient on the table. You're probably not going to. То есть пациенты сидят, если вы сами ростом невысоки, не сажайте своих пациентов на кушетку. So we can use the chairs. Сажайте на стул, чтобы не надо было тянуться. I prefer this muscle Я test. предпочитаю вот эту мышцу в тесте. It's a combination anterior deltoid and serratus anterior. То есть сочетание передней дельтовидной и передней зубчатой. Because they're strong. Во-первых, это сильные мышцы. And they can be tested in repeated fashion without fatigue. И тестировать их можно в повторяющемся режиме без утомления. So I'll show this, okay? Так что давайте покажу. So let's take. Why not? What you move it? Not the big guy. He's too hard to test. Миш, выходите. I'll take him. So first test. Первый тест. Have the patient closer to. Поближе, пожалуйста, сядьте. Okay, no, too far to fall. Okay. You want to be able to be close to the testing muscle. То есть вам нужно быть близко к тестируемой мышце. So you're not wanting to do this. Поэтому не надо вот этого делать. That is not good. Это нехорошо. Because Неудобно. you can reach over to the. То есть вам надо встать так, чтобы вы могли быть близко к тестируемой мышце и легко дотягиваться до шеи. First test, K27. Первый тест К27. With jugular compression is fine. С еремной компрессией. You don't have to do this and then jugular compression. You can do both То together. есть можно сделать сразу и то, и другое. Не надо делать отдельный мышечный тест, потом с еремной компрессией. On this side, Давайте покажу с этой стороны. for the Для camera, камеры. posterior ramus of the jaw, Задняя, то есть вертикальный верх нижней челюсти, ее задняя поверхность. mastoid process. Сосцевидный отросток. I'm going to feel the mastoid process with the top of my finger Значит, верхний край пальца касается, чувствует and the близость сосцевидного the отростка, back of the ramus with the tip of my finger. а кончик пальца едва-едва касается вертикальной ветви нижней челюсти. If I feel that the transverse process of the atlas is on my finger, I move inferiorly. Если вдруг чувствую, что поперечный отросток атланта упирается в палец, в ладонную поверхность пальца, то я перемещаю руку, палец чуть-чуть ниже. Now with my thumb on the other side, Большой палец с другой стороны, I am touching the cranial area лежит на черепе. to create a pincer effect. Для того, чтобы создать такой щипковый эффект.
So I'm performing this on the left side first. Значит, сначала выполняю еремную компрессию слева сейчас. The compression is quite firm, isn't it? Сильная компрессия, верно? Достаточно They уверенная. need to feel this. То есть пациент должен чувствовать, что вы действительно создали One of компрессию. the best things to do is have the patient breathe out Лучше всего попросить пациента выдохнуть. and push. So you push during the out breath, Yes, when the out breath. That's the best way to test. not when they breathe out and then stop. Yes, also. Either or. Breathe out, stop. It's or. Breathe out, hold the breath, and then you test. Yes, I'm holding the breath. breathe out, yes. Why? Because most people take a breath in and then breathe in, and if they don't see that. Значит, попросите пациента выдохнуть можно просто на выдохе. Можно на выдохе и потом, так сказать, на паузе между выдохом и вдохом, чтобы не было вдоха, чтобы избежать вдоха со стороны пациента. Okay. So this test was not positive with K27. We can take it away. Руку можно убрать, потому что положительной реакции с К27 изначально не было. Now I compress the same way Теперь такая же компрессия, the right side. только большим пальцем справа. Testing the muscle. Тестируем мышцу. Fingers, Пальцами. not this. Не хватаемся за руку, а ладонь открыта. This. Elbow not by your side. Локоть не оттопыриваем. And your testing pressure is this way. Вот по какой дуге, по какой траектории должна быть Looks like it's направлена down, but сила. it's slightly this way. То есть не просто вниз, а вниз по дуге. Okay? Breathe out. Выдох. And he's negative. Реакция отрицательна. There's no obvious craniosacral lesion То есть нет очевидных краниосакральных нарушений. of consequence that will create the weakness. Ну, то есть нет тех последствий, которые могли бы привести к слабости. So with a scoliosis patient that needs to recover, У пациентов со сколиозом, которым надо восстанавливаться, то есть можно использовать lateralization дополнительные to факторы increase провокации the concavities для того, чтобы усилить, or ну, то есть eliminate для того, чтобы усилить изгибы. or attempt to decrease the convexities. То есть можно, допустим, стремиться усилить вогнутость изгиба или наоборот пытаться выпрямить выпуклость. Both sides. И точно так же провокация и тест в обе стороны. Rotation. Ротация. Both sides. Тоже с обеих сторон компрессия. Same thing. And as well, Кроме этого, what is important for scoliosis patients, для пациентов со сколиозом, as well as ourselves, как, собственно, и для нас, and to reinforce David Leaf, и чтобы дополнительно, ну, так сказать, акцентировать то, что говорит Дэвид what Лиф, is important with David Leaf? что важно, What does he talk about? кто Дэвида слушал, что важно, о чем он говорит все время. Okay, feet. Ну да, о стопах, правда. More than feet. Больше, чем о стопах, о чем он говорит. We're talking dynamic. Мы говорим о динамике сейчас. Ну, Дэвид Лиф, что? Gait, yes. Ходьба. When you Сейчас Дэвид walk, очень бы огорчился. Ему было бы приятно, если бы вы хором сказали ходьба. walking should help you. Ходьба должна человека излечивать. Goodhart said many years ago, walking should regenerate your internal battery. Гудхард в свое время говорил, что ходьба должна регенерировать вашу внутреннюю энергию. But you can also walk yourself into greater problem, right? Но точно так же можно и завести себя ходьбой в еще большие проблемы. We know with elite athletes, just a little difference in symmetry and movement can be the difference between first and second place. Мы знаем, что если имеем дело с элитными спортсменами, то очень небольшая, скажем, асимметрия или очень небольшая ошибка в движении может стоить спортсмену первого места, и он уже стоит на второй ступени пьедестала. So David Leaf has a big problem. У Дэвида Лифа большая проблема. Because when he treats Russian athletes and children, Когда он лечит русских детей и русских спортсменов, he is helping them to beat Americans, and he doesn't like that. он помогает им победить американцев, а ничего хорошего в этом нет. So it's big, it's emotional problem. Так что для Дэвида это очень большой эмоциональный диссонанс. Not true. Да нет, шучу, неправда, So, конечно. walking
Ходьба should not create cranial tension, не должна создавать краниального напряжения. but in a lot of people it does. Хотя у многих так и получается. We don't want this to occur, Нам не надо, чтобы у наших пациентов это случалось. especially with our scoliotic patients. Особенно, когда мы работаем с пациентами со сколиозом. So many of us will have slight craniosacral tension in walking and movement. У многих из нас будут небольшие краниосакральные нарушения в ходьбе и в движении. So we want to be able to evaluate that А у нас в руках должен быть инструмент для оценки нарушений. through the eyes of this primary structural mechanical system. То есть, используя взгляд этой первичной краниосакральной системы. So, Итак, ask the patient, and I did this with Katie мы с Катей это делали on the first day. в первый день. Попросите пациента Patient takes a step forward like they're walking. встать в позу шага. Okay. Now, when a patient takes a step forward, Когда пациент делает шаг, okay, you watch it вы следите, смотрите, как он выполняет движение, and tell them to take a bigger step. и просите сделать шаг пошире. Okay? And that's what you want. Вот что нам нужно. Because people that have restrictions Потому что те, у кого есть рестрикции, will walk within that restriction. будут ходить в рамках, то есть в рамках допустимого своей рестрикции. So they tend to stop their movement forward when the body starts to have this То есть tension. как только в теле начинает нарастать напряжение, человек прекращает удлинять шаг, то есть он останавливается в пределах собственного комфорта. So they will cheat on you and you won't find the restriction. И тогда вы не обнаружите рестрикции, и тогда тест окажется тщетным. The other thing, here То есть we have, нужно более широким шагом вывести пациента из зоны краниосакрального комфорта. we have a very normal movement forward. This is a very normal То есть вот movement. это абсолютно нормальное движение. So you can come back, Возвращайтесь. step with the other Другой foot. ногой шаг. And that looks pretty normal as well. Тоже достаточно нормально A little выглядит. bit farther. Чуть пошире. There, perhaps slightly off. Но тут может быть чуть. Not because he's moving this way, Не потому что закачался в стороны. but what you'll see is come back, Обратно. take a large step with the left. Левой ногой шире шаг. Okay. Now what you look at when they take a large Смотрите, step на что надо обращать внимание, когда человек делает шаг пошире. is not just jugular compression, and I'll do this bilaterally. Я сделаю билатеральную еремную компрессию, но не только она нас сейчас интересует. And that's normal. Все нормально пока. Take another step. Другой ногой, пожалуйста. Bigger. Шире. There. Now he's stepping within his То есть, range, видите, Миша сначала сделал шаг в своем комфортном and диапазоне. I believe there's a slight disequilibrium here. А у меня все-таки есть впечатление, что есть разбалансированность в этом шаге. I want him to know. Я не произнес только потому, что не хотел, чтобы Миша об этом услышал. So what he's doing is this. Step. Bigger step. Normal. То есть левой ногой он сделал шаг и еще шаг, все нормально. Правый шаг, Bigger step. шире шаг. More twist of the pelvis. И таз скрутился. So on the right, when he takes a bigger step, he does more of this. То есть вот посту так я преувеличенно показываю, вот что он делает, когда вы прошу его сделать более широкий шаг правой ногой. This shows that he's off on the right. То есть это как раз и говорит, что полного равновесия справа нет. He remains very stable with his pelvis. При левом шаге таз остался во фронтальной плоскости. It's the same Ну, thing то with, есть насколько это положено. you know, when we video athletes. Особенно, They're когда мы running and they're снимаем doing this. Their pelvis is stable. isn't it? видео спортивных соревнований, ну или там видео If they start having занимающихся these спортсменов, twisting maneuvers when they're doing it, they're off. мы видим, что правильно функционирующий спортсмен таз не скручивает, а как только таз пошел крутиться, ясно, что у спортсмена не все хорошо. And he's pretty much in symmetry. There's not То есть, much. ну, Миша wrong, практически but все симметрично, there's a то есть slight проблемы something. небольшие, но Okay. No, just with a subjectivitas. Okay, that's better. He's learned not to do that. видите, как быстро Миша обучаем. Научился таз ставить прямо. So once his conscious mind knows that he twists, То есть как только сознание приняло факт того, что таз скручивается, он мгновенно перестает его скручивать. breathing does not cause a change. So what does it mean? Значит, дыхание не изменило реакцию, что это означает?
It is not primary cranial. Значит, это не первичная краниальная проблема. We have restriction, but we have no primary cranial fault. Значит, есть рестрикции, но нет первичного краниального поражения. So what do? Делать что? TL. So Терапевтическую локализацию. this is the same thing you will do when you have a patient that is scoliotic Вы будете делать точно то же самое, работая с пациентами со сколиозом, and you want to help this mechanism. So если будет желание помочь where механизму. do we look? Где искать? Диафрагм. Possibly, however, Возможно, и диафрагму. what created the reaction? Но на самом деле вспомним, что создало реакцию. Well, the Pelvis. The pelvis, yeah. Таз. So we're going to have him place the magnet here, Миш, держите магнит. South Pole, Южный полюс магнита. nothing. Place the Ничего. magnet here, Сюда положите. positive. Положительное. Looks like psoas. Похоже на поясничную, да? Does that make sense? Понятно или нет? Now we can do what? Excuse me for a second, there's a question. Бухтияр, слушаю вас. Усиливая ротацию таза, не делает ли он провокации таким образом просто? Ну, неосознанно, так скажем. This twist of the pelvis. Михаил не делал такой... Я поняла вас, я поняла. So, when you add twisting of the pelvis, it is exaggerated twist. Michael was not doing it from the beginning. So don't you think that you simply challenge the pelvis and that gets the reaction challenging the pelvis artificially? Not necessarily. Не обязательно. I'm just trying to show you that there are certain body positions that will create cranial sacrum. На самом деле я сейчас просто демонстрационно пытаюсь вам показать, что есть определенные положения, есть набор положений тела, которые провоцируют реакции. The evaluation of the pelvis in a normal way on the table wouldn't show this. Если бы, допустим, мы оценивали таз просто на кушетке, лежа, в обычном привычном режиме, никаких реакций мы бы вообще не получили. So we can examine far more components at the same time using this method. То есть, используя вот тот метод, который я вам сейчас показываю, можно одновременно исследовать гораздо большее количество компонентов. But once we do find this, then we go back and we look specifically like you suggest. Но когда мы, так сказать, определенный набор факторов выясним, мы потом обязательно посмотрим в привычном режиме для того, чтобы исключить те риски, о которых вы сейчас сказали. Does that make sense? Понятно ответил? For example, I've seen women Например, я видел женщин, have this, которых ставишь вот так. and you know where it comes from? Знаете, откуда проблема? Right here, Вот отсюда. after birth, После родов. pelvic floor. Проблема тазового дна. And you wouldn't have thought to look there right away. Сразу такая мысль даже в голову не приходит. So it helps you very quickly to find something. То есть фактически вот эта последовательность процедур дает возможность очень быстро определить, на что обращать внимание дальше. But like you observed when he first did it, Но, как вы правильно it отметили, was когда not он nearly as twisted. первый раз сделал более широкий шаг, такого скручивания, которое я сейчас задал, не было, вы правы. Because we unconsciously keep ourselves inside the normal. Потому что, как мы сказали уже сначала, неосознанно, подсознательно тело пытается остаться в рамках границы комфорта. Because your body does not want to feel the discomfort. Потому что тело не хочет чувствовать себя некомфортно. Оно старается не выходить за границы собственного удобства. So if you walked abnormally outside the limits, it would be. Иначе мы вот так бы ходили, если бы тело соглашалось ходить за пределами комфортной зоны. So when he's running, he will run longer, shorter, longer. И бегал бы он тогда вот так. Makes sense, right? So the same thing with the patients that are scoliotic. Ну а что касается пациентов со сколиозом, So now what do we want to do? теперь что делать? Because now we diagnosed something, we need to treat it. То есть мы что-то уже обнаружили, надо это устранить, верно? Where was the TL? Где была терапевтическая локализация? Psoas on the right, maybe. Possible psoas in the right. Возможно, правая поясничная мышца. Possibly ligament. Inguinal. We need to look at this area. На самом деле, просто где-то в этой области, там может быть все что угодно. Я бы не стал смотреть здесь. Because let's assume twisting didn't do this on a scoliotic patient. If it was twisting, you would look higher.
Ну, то есть, если бы вы заподозрили скручивание выше, работая с пациентом со сколиозом, вы бы посмотрели и выше, посмотрели диафрагму. If it's gait, you look legs and pelvis. А раз мы говорим сейчас о ходьбе, конечно, в первую очередь ноги и таз. So can you take this one? Снимите, пожалуйста. So we'll just make another observation. Давайте еще глянем. Let's just see how is. So move with left foot forward. Левой ногой. Breathe. Вдох. Good. Move with the right Хорошо, foot. правой. A little bit more. Пошире. A little bit more twist. Видите, нет, мы уже сделали шире, да. And breathe. Дышите. Breathe. Дышите. I don't get the same excursion. Нет такой латеральной экскурсии, которая была при левом шаге. It's still equal, but I don't get То the есть same. одинаковое движение, но оно не такое, как при другом шаге. And Michael feels it. He says yes, yes. He feels it. Yeah. Oh, he does. Yeah. Oh, okay. Вы сами Step почувствовали, да? forward. Левой. Breathe. Much more relaxed breathing. Видите, намного более расслабленное дыхание. Interesting, isn't it? Интересно, верно? Okay. So now we look at Michael. Ну и теперь посмотрим дальше. What do we do? Now think in your mind, what do you do? Каждый раз задавайтесь вопросом, что будете делать следующим этапом. We've made a diagnosis. Значит, мы поставили диагноз. What diagnosis have we made? Какой диагноз? Craniosacral restriction in Краниосакральная рестрикция в right step. gait. Yes, right step. В правом шаге. We've TL'd. It looks like he's got a pelvic Вы сделали терапевтическую локализацию, похоже на проблему тазовой области. asymmetry. То есть тазовая асимметрия. Let's put his head down this side. Миш головой наоборот. So, and it looks like it might be mechanical what? Что это может быть механическое? Well, what brings your foot forward? Или psoas. Psoas. Поясничная мышца. But that might be wrong. Но может быть это и не так. So, we've asked what led us to this conclusion temporarily. Простите еще раз. Maybe prostate. After, yes. If it was you, maybe prostate, but he's a little young yet. У вас может быть и простата, все-таки он вас помоложе. Что уж вы так. Interesting. What has he got? Say that. From appendicitis? Да, аппендэктомия была в возрасте 9 лет. Пока мы разговаривали, выяснилось, что есть послеоперационная эрупция. He'd already said that in Russian. No, you do. So she just said the same thing in Russian. Он говорит, зачем ты переводишь? Он только что сказал все по-русски. Или вы забыли, я тут делаю, что хочу. Is it appendicitis? Right. Correct. Correct. On the Appendicitis. Right. Appendicitis on the right. Which is interesting. Интересно, верно? Пока мы говорили, оказалось, что мы, кажется, были правы, что подтвердил сам пациент. So he might have what? Visceral То restrictions? есть у него что может быть? Могут быть висцеральные рестрикции, правда? Okay. So what do we do? Что делаем? We've already Тейл. Мы уже сделали тейл. Why do we do Вот это что было? Challenge of the scar. Well, we're believing it's more muscular at this stage. Ну, мы пока мыслим мышечно на этом этапе, верно? Spindles. Well, just ask the iliopsoas first, right? Давайте сначала спросим пояснично-подвздошную мышцу. Давайте поинтересуемся ее мнением. So the first thing is ask the muscle. Давайте спросим мышцу, в каком она состоянии. Muscle says nothing. Push up. Ooh. The iliacus is weak. Знаете, илиакус слабая, поясничная промолчала. Does that make sense? Разумно? Iliacus still weak. По-прежнему слабый илиакус. Iliacus С этой стороны, pretty much normal. в общем, Now what do we нормально. do? Дальше что делать? TL. Same place. Сюда же. Iliacus says no. Нет, илиакус не принимает эту тейл. Same place. То же самое место. Psoas
Поясничная тоже не реагирует. If you place the south pole of a magnet Если положить южный полюс магнита over a muscle that is apparently normal in function, в проекцию мышцы, то есть на область мышцы, которая очевидно нормальна в своей функции, and it weakens a muscle, и мышца ослабнет, what does it mean? что это значит? Muscle is normal. That's north pole. То был бы северный полюс. Sorry. Уж извините. Sorry, it's the opposite pole. Противоположный полюс. Гиперактивный. So hyper? Not. Нет. Hyperactive when the north pole does not weaken it. Когда северный полюс не ослабляет мышцу, тогда гиперактивная. Let's take his rectus femoris. Подождите, давайте пойдем дальше. Возьмем прямую мышцу бедра. Nothing. Ничего. Nothing. Ничего. Let's take his iliopsoas on the left. Поясничная слева. Ничего. Let's take his pecsternal. Грудинная порция, большой грудной. Pecsternal. Pecsternal. Positive. Положительно. Nobody watches my tapes from the past. Никто не смотрел записи моих семинаров из прошлого, Except for Oscars. кроме Оскарса. Does anybody have an idea what it might be? Но кто скажет, что это? Предположите. It is the most effective method that you can use to find reactive muscles. Это наиболее эффективный метод поиска реактивных мышц. So when there is an abnormal spindle cell that creates a reactive muscle pattern, Когда есть аномальная функция веретена с провокацией реактивного паттерна, the muscle with that abnormal spindle cell pattern мышца с этим аномальным веретенным паттерном will weaken with TL by the fingers ослабевает на ТЛ пальцами or the magnet. или магнитом. So he's got an abnormal spindle cell pattern in the pecsternal division. То есть у Михаила в грудинной порции большой грудной мышцы аномальный веретенный паттерн. Right there. Прямо вот здесь. And you can test this by looking at facial features. И по выражению лица при пальцевом давлении That tells me. подтверждаем свою находку. So the very simple method you have is Вот такой простой метод, который хорош необыкновенно. south pole that weakens a muscle when the magnet is placed over that muscle you're testing. Значит, южный полюс дает ослабление мышцы при помещении магнита на мышцу Or the fingers of the patient. или пальцы пациента. Most often indicates, or almost, I would say 100%, is the reactive muscle pattern. Очень часто, а я бы сказал всегда, указывает на реактивный паттерн. Saves you so much time. Слушайте, такое количество времени можно сэкономить. So sit up. Сядьте, пожалуйста. If I had an athlete that played tennis or threw the javelin, Если бы я работал с спортсменом, который играет в теннис или метает копье, and it's 5 minutes before they compete. и работал бы с этим спортсменом за 5 минут до соревнования, Check me, I want to make sure. он говорит, быстро, 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 потому что мне сейчас выходить. How do you check those primary throwing muscles? Ну как тестировать эти основные мышцы, которые участвуют в броске, ну, в движении? Reactive muscle patterns are probably the most important things to fix. Паттерны реактивных мышц, пожалуй, самые важные для лечения, для устранения. Forget the other stuff. Забудьте просто про все остальное в этом случае. They're usually fixed easily. Потому что все остальное устраняется, ну, то есть легко. I take my patient. Я взял пациента. Сопротивляйтесь. Then. Сопротивляйтесь. Subscap. Подлопаточная. Teres minor. Малая круглая. Сопротивляйтесь. Biceps. Бицепс. Nothing. Ничего. Трицепс. Nothing. Ничего. Держите. Pecsternal. Грудинная порция. Found it. Хоп, и нашел. He's got 3 minutes. You can fix it. Еще осталось 3 минуты, можно успеть вылечить. And he will be better. И он лучше выступит. Guaranteed. Гарантированно. Amazing, huh? Удивительно, правда? I found this many years ago when I had athletes in Denmark. Я много лет тому назад пришел к этому методу, когда лечил спортсменов в Дании. So we're going to test him again. Еще раз потестируем.
Сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь. Weak. Слабая. Сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь. Weak. Used to be strong fighters. I know. Strong. You're not so clever. I'm not trying to. It's now strong. Сопротивляйтесь. It's now recovered. Видите, восстановилась. Сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь. What is this? Что это? A reactive pattern. Реактивный паттерн. So the pec sternal weakens his latissimus. Большая грудная дала ослабление в широчайшей мышце спины. Think if he was a gymnast А был бы он гимнастом, and doing the rings and having to do this. выступал бы на кольцах, ему надо было бы держаться на вытянутых в сторону руках. He would be doing the iron cross and this one would be going because his latissimus dorsi would be weakened. Широчайшая не позволила бы ему эффективно выступить. And you would lose to the Chinese or something. И проиграли бы китайцам. Everybody loses. Китайцам все проигрывают, можно говорить об этом смело. So it's important, you see, to think of these. Видите, важно думать об этом, знать эти подходы, быстро их использовать и помогать людям. So this is diagnostic. What can you do? But the therapy is simple. То есть, видите, задумываешься о диагностике, что делать, чтобы диагностировать, а когда уже диагностировано, лечение не представляет труда. Massage it. Помассировал, и все прошло. 30 seconds, you're done. He's gone. 30 секунд, ты закончил, он пошел, выступил. Now let's go back to our other test. Давайте вернемся к нашему прежнему тесту. We have no strengthening in this area. В этой области мы усиление на терапевтическую локализацию не получили. So now you have to understand the procedure. Теперь надо понять процедуру. Jugular compression in gait said, fix me here. Еремная компрессия в шаге сказала, что лечить надо здесь. We find the iliacus. Мы нашли илиакус, And it says it's not my fault. которая отказалась от того, чтобы принять на себя вину. Now you have to start to think, what do I do to fix this Вот теперь area? задаешься вопросом, а что делать, чтобы вылечить? Now what can you do? Что делать? Well, if you know it's the scar, Если полагаете, then что there's a scar there, то есть если знаете, что есть рубец, the magnet will do nothing. магнит вам не окажет никакой службы. So you have to do what? Надо что делать? Touch the scar. No, that's crap. Touch the scar. Коснуться рубца. You don't need to do this. You already have a weakness. Уже есть слабость, зачем нам вот это все? So we're going to have him touch the scar. Касайтесь рубца. Scar's fine. С рубцом все в порядке. А если провокация? If you challenge it, moving the skin. Зачем делать провокацию? Why do you need to do that? Зачем? The challenge is to create a weakness in an indicator muscle. Провокация для того, чтобы создать слабость индикатора. So I'm just trying to strengthen a weak muscle. А я просто пытаюсь усилить слабую мышцу. So if the weak muscle was caused by the scar, the TL should strengthen it. Если бы слабость была вызвана рубцом, тогда ТЛ дала бы усиление. And I'll show you a better method than Но я doing покажу the challenge of the scar возможности получше, чем эти провокации рубцов later on. на коже. Will TL on the pec major strengthen? Possibly. Возможно. But what do you do? Но делать-то что? Yeah. Okay. The jugular compression in gait says fix this. Значит, еремная компрессия в шаге сказала лечи здесь. The iliacus says it's not my fault. Мышца говорит, я ни при чем. So what do? Что делать? Ask whose fault is it? Спросите, чья же вина, если не твоя? We'll go here. Nah. Opposite side. Fascial shortening. Of what? Фасциальное укорочение чего? Opposite muscle. Что? Curve of the diaphragm. Usually fascial shortening of the opposite muscle does not weaken the muscle far removed from it.
Но обычно фасциальное укорочение противоположной стороны не дает ослабления далеко удаленной мышцы. That would be a reactive pattern more. Это будет реактивный паттерн тогда, а не то, чем мы сейчас занимаемся. Remember, the fascial shortening will weaken the muscle in which the fascia is covering. Помните, что фасциальное укорочение, ослабляется та мышца при фасциальном укорочении, которая заключена в эту фасцию. They said crura of the diaphragm. On the right. Well, crura does not reflect to the iliacus. It's the. Мы можем посмотреть ножки диафрагмы, но ножки диафрагмы и илиакус. Crura is the psoas. Ножки диафрагмы это все-таки поясничная мышца, а не илиакус. It would be the diaphragmatic crus. I mean the diaphragmatic costal diaphragm. То есть скорее может быть реберная часть диафрагмы. It's not that either. Но тоже нет. Бахтияр, что это было? Clavicle? Could be opposite clavicle? Can be anything. На самом деле может быть все что угодно. It can be anything, but there are more logical things. Просто есть определенная логика, которая подсказывает, что что-то вероятнее другого. That's why the magnet's so important. Вот поэтому магнит, мне кажется, таким важным. Because when you're stuck, you Потому have to что move quickly. порой надо действительно, не тратя время, быстро находить, а без магнита это крайне сложно. So I'm just moving anywhere. То есть я просто наугад ставлю магнит. Cool. Клево. Did you see where I found something? Видели, где я нашел кое-что? Hiatus? We don't know. Мы не знаем еще, что это. We just have an area. Мы просто получили реакцию на области. So it's just below the xiphoid. Прямо под мечевидным отростком. I've moved up to the xiphoid, so it's Переместил сейчас на a мечевидный, bigger area. чтобы большую область покрыть. What might it be? Что это может быть? Liver, It's a little esophagus, a lot of things. pericardium. I would go first pericardium. Я бы согласился с перикардом прежде всего. Does that make? Есть согласие какое-то в вас это пробуждает? Breathe out. Выдох. Breathe in. Вдох. Worse. На вдохе хуже. Breathe out. Выдох. Hold it out. Не дышать. Less. Менее больно. What might that be? Что это может быть? Pericardial ligaments. I think pericardium, yes. Я тоже думаю, что это перикард. But we'll do that. We'll let you play with that. Но я вам оставлю его на And then растерзание. we'll show you how to evaluate that precisely. Потому что я вам потом покажу, как диагностику в этом случае проводить более точно. One Слушаю. question, and then we do the jugular compression. Один вопрос и займемся еремной компрессией. Слушаю вас. Fix that later. What made you think of the pericardium? Don't tell me your experience. TL. Терапевтическая локализация? Over the area. Как он сказал, это может много чего быть. So there are lots of things. Why pericardium? There are plenty of things over there. That's true. Правда, что там полным-полно всего. It was my first thought. Это было первое, что пришло в голову. What did we do? Okay, what did we do? Step forward. Итак, смотрите, сейчас к вопросу перейдем. Что мы делали? Шаг вперед. Breathe in. Вдох. It's restricted. Рестрикция. What would restrict the diaphragm bilaterally? Что билатерально может ограничить движение диафрагмы? Probably not the stomach. Скорее всего, не желудок. That's why I thought first, let's try pericardium. То есть вот это меня как раз навело на первую мысль о перикарде. That's all. Вот и все, больше ничего. So this iliacus may be restricted due to the costal. Но илиакус может быть рестриктивно из-за недостаточности функции реберной части диафрагмы. Reacting, but the costal diaphragm is not the cause of this weakness, so that's why it didn't strengthen. Но реберная часть диафрагмы не является, так сказать, причиной, поэтому не было, то есть, возможно, есть связь, но это не первопричинная связь, поэтому не было реакции. So I'm almost convinced it's the pericardium. Я практически убежден, что это перикард. But I would want to do another Но мне test. бы, конечно, хотелось выполнить другие тесты для того, чтобы говорить об этом с большей уверенностью. Это было первое предположение. Which we're going to show after the break Я это покажу после перерыва. and after the jugular compression. И только после того, как мы отработаем еремную What are we doing компрессию.
Татьяна Александровна, какие указания? Перерыв сейчас? I hate breaks. Ненавижу. Перерывы. Okay. Сейчас мы сделаем перерыв и обязательно зададим вопросы.